Здорово, бандиты! Ну чё, как бодрость духа? Я вот вышел из дома, чтобы посетить модные мероприятия. Сегодня в стенах молодежного центра ЦК-13 пройдет подпольный концерт, на котором будут участвовать 3 андеграундные группы. Это Obstruction, металлический хардкор из Гетеборга, что в Швеции. Также будет модная группа Scorn, но не электронный проект Мика Харриса из Napalm Death, а австрийский хардкор. Ну а третьими будет выступать локальная группа под чудесным названием Деградированные из Белграда, который мешает в одном флаконе хардкор, сладж и Power Violence. Согласитесь, звучит довольно-таки вкусненько. Надеюсь, у меня получится снять занятный став, чтобы потом его вам показать. Но раз вы смотрите это видео, значит, так оно и вышло. Итак, поехали! Ну что, заходим внутрь. Надеюсь, сегодня антихристы не накроют этот подпольный концерт и меня не побьют. Добрый день. Зовем се Роман, я сам русский ютубер. Мой канал се зове Контракултурный гид, то есть контракултурный водич. Могу ли да снимам ваш концерт за свой ютуб канал? Можеш да снимаш, nije frka, samo Hvala. nešto za Окей. Hvala. Mi platimo put. Ovo je za vaš prosperitet. Hvala. Как видно, мне разрешили снимать этот фестиваль, хотя были описания, что мне все-таки не разрешат, потому что он довольно-таки подпольный. Но администрация настроена благожелательно, а я в отместку дал им немножечко донатиков на процветание. Пока идет антракт после выступления первой группы. Это, судя по всему, были белградцы Деградированные. Я немножечко вышел подышать свежим воздухом и заодно просто посмотреть, что тут происходит. Ну, публика стоит на чиле, на расслабоне. А еще я познакомился с одним чуваком, который живет в Белграде, но приехал сюда, чтобы специально посетить этот модный концерт. И он мне наговорил всякой
разной инфы, также дал ссылку на местный час с тяжелой музыкой, так что я, судя по всему, теперь буду ходить на подобные мероприятия гораздо чаще. Закончили выступать хардкорные чуваки из группы Scorn. Нормально так выступили. Я, честно, немножечко оглох от их тяжелой музыки, но также я просто стоял возле сцены, и поэтому на меня воздействовали их мощные звуковые волны. Также меня немножечко замесили местные любители мошпита, но я на них не в обиде. Ну, такое обычно бывает. Сейчас немножечко постоим, переведем дух и будем смотреть на выступление последней группы, судя по всему, заявленные как хедлайнеры. Это шведские хардкорные чуваки из группы Obstruction, они же Abstraction.
что, выступила последняя группа Abstraction из Швеции. Нормально так взорвали танцпол. Судя по зрелищу публики, зашел музон, который они играют. Они отлично поколбасились, помошились. Даже один чувак в угаре отдавил мне ногу. Но ничего страшного, такое бывает в жизни. Как оказалось, я на мероприятии не один единственный русскоязычный. Сюда также приехали, например, Андрей со своими друзьями из Белграда, которые посещают подобные мероприятия намного чаще, чем я, как оказалось. Но мы с ним немножечко перекидывались всякими словечками, и он любезно согласился дать мне небольшое флеш-интервью для моего модного YouTube-канала. Итак, Андрей, ну как тебе понравился этот модный фестиваль? Фестиваль, ну это не фестиваль, а гиг. Ну да. Это гиг было хорошее. Очень круто, потому что к нам приезжают разные группы из Европы. Вот эти две группы к нам приехали из Швеции. Я большой фанат этого металлик хардкора, и вот группа Abstraction хорошо сыграла сегодня. Единственное, что, наверное, по звуку не совсем вывезли их саунд. Вот. А так энергия была хорошая для небольшого пространства. Были молодые, которые хорошо двигались, заряжали. Энергия хорошая и все замечательно прошло. Но было видно, что публике понравилось, как они играют. Там, особенно в такие кочевые моменты, все резко уходили в модный мошпит и начали толкаться. Мне один чувак даже в слэме отдавил ногу. Но, по-моему, они можно их назвать хедлайнерами, да, судя по всему, потому что... Как, хедлайнерами? Ну, не хедлайнерами, а главными чуваками, которые выступали сегодня на сцене. Ну да, они предводящая, наверное, группа. Хотя, наверное, ну не то что по известности, наверное, по статусу где-то примерно одинаково. Вот эта группа из европейским кроссовером, если называют, я так и не понял, они из Швеции или нет, либо они путешествуют, как эти номады, как называется, типа... Не знаю до сих пор, как они говорили между песнями, не определились, где они, откуда они. Вот, и поэтому называется европейским кроссовером. А вот эта группа из Швеции, Abstraction, да. А их, ну, по статусу, да, они примерно одинаковые с группой Scorn. Ну, Scorn, в принципе, тоже такие нормальные чуваки. Я в какой-то другой афише видел, что они из Австрии. Не знаю, почему там. Из Австрии? Не, я не видел эту афишу. Но группа Scorn очень тоже была хорошая. Очень напоминает группу Power Trip. Для фанатам зайдет. Стал ли ты фанатом какой-то из этих групп после сегодняшнего гига? Я еще до этого стал фанатом группы Abstraction. Я вот целую неделю слушаю с тех пор, как объявили об этом гиге. Я сначала думал, может, не ехать, потому что мои финансовые, возможности немножко иссякли. И я вот такой думал, ехать, не ехать. Ну вот я вот послушал буквально пару песен, я так зарядился, я такой, нельзя такое пропускать, потому что я очень люблю, когда приезжают андерграундные группы, которые особо-то неизвестны нигде. И вот в таких маленьких помещениях как бы люди, ну тут это вот самая настоящая вот история, это вот не вот эти вот коммерческие разные истории, какие-то легаси истории, знаешь, когда приезжают, ну, люди просто так, типа, услышали, вот, какая-то группа легендарная приходит, и вот даже не знают, не шарят, вот. А вот тут как бы группа приезжает, и, никто про них даже не знал, вот они едут, ты их послушал, заценил, и вот ты приходишь на чистом энтузиазме, как бы, вход, донация, кто сколько может, кто да, это очень может. приятно. Да, это очень круто, и я надеюсь, что людям всем понравилось. Судя по всему, ты немного больше вовлечен в местную сцену, чем я. Можешь ли подсказать какие-нибудь интересные локальные группы различных тяжелых стилей? Да, ну вот сейчас для меня лично вот самая хорошая группа — это группа Casillas из Нового Сада. Они играют такой пост-хардкор, там немножко скрима, матрока немножко. Вот для меня они самая как бы интересная группа на данный момент. Поливай, это они играли маткор, очень крутая группа, к сожалению, они уже разошлись, и на данный момент, группа местная наша Orthodox, они играют краст, дебит, очень серьезно, это группа наполовину сербская, наполовину российская, вот ребята, которые
переехали из России, они вот создали свою группу в Orthodox, и они как бы набирают обороты, очень часто играют. И в этом году они будут летом играть на фестивале Hellhammer, как бы, и до этого они, скорее всего, будут на многих гигах появляться. Так что вот зацените их, очень хорошая группа, придите, поддержите в Белграде, в Новом Саде, если будут. И сейчас, да, альбом еще в скором времени выходит, так что вот зацените, поддержите ребят. Как ты думаешь, такие гиги намного интереснее, чем Exit? Конечно, Exit это чисто коммерческая история. В последние года там приезжало, может, от силы пару групп на Explosive Stage, и я ни разу не был на Exit, и не то чтобы сильно бы хотелось. Вот. Там вот Explosive Stage, он был чисто ради, чтобы как-то, не знаю, дать дань уважения каким-то истокам, потому что изначально это было рок-метал фестиваль, потом все больше электроники, попсы туда приходило. Как бы это вот чисто коммерческая история была. Вот, а Explosive Stage это как типа, ну блин, ну вот пусть будет типа, ну вот насколько я знаю по разным историям, то что там немного людей собиралось, приезжали хорошие группы, но немного людей там, да, было. Вот, и очень хорошо то, что у нас сейчас появляется фестиваль Hellhammer, в этом году он будет проходить второй год, да. И вот в этом году будут хорошие хедлайнеры, Dark Funeral, Discharge и еще много разных групп будет. Вот, так что вам совсем советую посетить этот фестиваль именно, потому что он как бы вот наследник, ну не то чтобы наследник, это как бы уже независимая история от Explosive. Вообще типа вот у нас в Сербии нет таких фестивалей, сейчас метал-фестивалей, и вот Hellhammer как бы трудится. И вот надо вот сходить, поддержать, и ну это очень круто. Я, кстати, сослуживец. Блин, ну, Я сослуживец. к сожалению, в России такое запрещено говорить, потому что есть одна организация, которая это признана вряд ли. экстремистской. Так что, пожалуй, мы это запикаем. Ну, спасибо тебе большое за такую полезную информацию. Надеюсь, мои подписчики подчеркнут много полезного для себя. И Да. желаю всем нам еще много более интересных фестов. Да, ребята, ходите на гиги, как бы поддерживайте металл. Если вы любите это, блин, не сидите дома, вот, блин, гоняйте на гиги. И покупайте мерч, если Покупайте такое можно. мерч, да, поддерживайте группы, блин, пишите музыку, я не знаю, короче. Все, вот такая вот история. Ну что, друзья, наше культурное мероприятие подошло к концу. Если вам понравилось это видео, можете влепить ему лайк. Также можете подписаться на этот канал, если вдруг вам понравился мой контент. Также можете чекнуть другие мои соцсети, ссылочки есть в описании к этому видео. Спасибо за внимание и до скорых встреч на самом модном антимузыкальном канале YouTube.